кыргызский депутат Айжигитов выступил с жесткой критикой сделки по обмену приграничных земель между Кыргызстаном и Таджикистаном. Он утверждает, что некоторые участки, которые могут отойти соседнему государству, имеют важное стратегическое значение для страны. Пограничный вопрос между этими двумя странами остается одной из самых острых проблем в регионе. За последние годы здесь неоднократно вспыхивали вооруженные столкновения, были жертвы среди гражданских. Теперь власти заявляют, что хотят окончательно урегулировать вопрос, но не все уверены, что соглашение будет выгодным для Кыргызстана. Что об этом думают лидеры государств? Садыр Жапаров, президент Кыргызстана, подчеркивает, что договор должен быть справедливым и учитывать интересы обеих сторон. Он заявляет, что переговоры ведутся ради долгосрочного мира и стабильности. Однако подробности соглашения пока остаются закрытыми для широкой общественности. Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, выступает за скорейшее оформление новых границ. Он подчеркивает, что территории, которые обсуждаются в переговорах, исторически принадлежали таджикскому народу, и их передача — это логичный процесс урегулирования. Но действительно ли этот обмен оправдан? Почему власти Кыргызстана не раскрывают все детали сделки? Почему депутат Айжигитов пошел против решения правительства? Как это повлияет на будущее двух стран и обострит ли ситуацию в регионе? Какие разногласия мешают подписанию соглашения? Айжигитов заявляет, что обмен территориями угрожает национальным интересам Кыргызстана. По его словам, земли, которые могут передать Таджикистану, имеют стратегическое значение для страны. Они используются местными жителями для ведения сельского хозяйства, выпаса скота, а также включают важные транспортные маршруты и водные ресурсы. Однако правительство Кыргызстана утверждает, что подобные уступки необходимы для окончательного урегулирования границ. Власти заявляют, что после обмена территорий уровень напряженности в регионе снизится, а приграничные конфликты удастся предотвратить. Но действительно ли это так? Один из ключевых вопросов — распределение водных ресурсов. В Центральной Азии вода — это один из самых ценных ресурсов, и Кыргызстан уже не раз сталкивался с проблемами, связанными с ее нехваткой. Если часть территорий перейдет Таджикистану, может ли это привести к дополнительным ограничениям доступа к водным источникам для кыргызских фермеров? Общественность требует разъяснений. Айжигитов подчеркивает, что переговоры ведутся в закрытом режиме, а народ не имеет возможности влиять на исход сделки. Многие кыргызстанцы задаются вопросом, почему правительство скрывает детали соглашения. Какие именно территории могут быть переданы соседнему государству? Пока официальных комментариев по этому поводу нет. Однако, по информации источников, переговоры находятся на финальной стадии. Это вызывает еще больше вопросов. Почему обсуждение территориального обмена идет так быстро? Нет ли риска, что власти подписывают невыгодное соглашение? Президент Кыргызстана Садыр Жапаров уверяет, что сделка проходит в интересах страны и направлена на мирное урегулирование давнего территориального спора. Он подчеркивает, что этот процесс был неизбежным, и без четкого определения границ невозможно наладить отношения между государствами. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон придерживается иной позиции. Он открыто заявляет, что Таджикистан имеет исторические права на спорные территории, и передача этих участков — это логичное завершение переговорного процесса. Но как этот обмен повлияет на жизни обычных граждан? Опасается, что после подписания соглашения жители приграничных районов могут столкнуться с переселением, потерей земли и ограничением доступа к привычным ресурсам. Он также поднимает вопрос о справедливости внутри самого Кыргызстана. Его словам, в самой стране множество нерешенных земельных споров. Почему правительство вместо того, чтобы разбираться с внутренними проблемами, сосредоточилось на передаче территорий другой стране?
Общественные активисты требуют полной прозрачности. Они уверены, что такие вопросы нельзя решать за закрытыми дверями. Но пока официальные лица избегают открытых комментариев. Что скрывают кыргызские власти? Почему соглашение продвигается так быстро, если вопрос до сих пор остается спорным? Готов ли парламент поддержать этот обмен, несмотря на протест со стороны отдельных депутатов и общественности? Какие реальные последствия ждут Кыргызстан после подписания этого соглашения? Это шаг к миру или начало нового витка напряженности? Какие могут быть последствия? Если соглашение будет подписано, границы Кыргызстана изменятся навсегда. Это приведет к новым политическим и социальным вызовам, последствия которых сейчас трудно предсказать. Первое. О чем говорят противники соглашения: рост недовольства среди граждан. Люди, живущие в спорных районах, уже не раз сталкивались с конфликтами и переселением. Если территория будет передана Таджикистану, многие семьи окажутся перед сложным выбором уехать или жить на новых условиях под юрисдикцией другой страны. Кыргызстанские власти пока не дают ясных ответов на вопросы о судьбе жителей этих территорий. Айжигитов требует публичного обсуждения сделки, чтобы граждане могли понять, что именно они теряют и что получают взамен. Но пока официальный Бишкек сохраняет стратегическое молчание. Второй важный аспект — безопасность. В приграничных районах уже происходили вооруженные столкновения. Стороны заявляют, что обмен территориями поможет снизить напряженность, но нет никаких гарантий, что после передачи земель конфликт полностью исчезнет. Напротив, граница может стать еще более уязвимой, если на новых рубежах не будет четкого контроля и согласованных действий между странами. Третий фактор — международные отношения. Кыргызстан уже сталкивался с недовольством общества из-за территориальных споров с Узбекистаном. Теперь ситуация повторяется, но уже с Таджикистаном. Правительство уступит и в этот раз, не создаст ли это прецедент для дальнейших территориальных уступок? Оппозиционные политики заявляют, что такая политика может ослабить позиции Кыргызстана в регионе. Государство не сможет твердо отстаивать свои границы, это может привести к новым территориальным претензиям со стороны других соседних стран. Кроме того, общественность опасается, что после подписания договора правительство будет подавлять любые попытки протеста. Ранее, когда обсуждались вопросы территориального обмена, в стране проходили массовые акции протеста. Будут ли кыргызстанцы готовы снова выйти на улицы, если власти не услышат их? Экономические риски и геополитические последствия. Помимо социальной напряженности, обмен территориями может повлиять и на экономическую стабильность региона. Вопрос доступа к водным ресурсам становится критически важным. Если после передачи земель Кыргызстан потеряет контроль над стратегически важными источниками воды, это может ударить по сельскому хозяйству и поставкам воды в соседние районы. Эксперты также говорят о возможном усилении влияния третьих стран. В ситуации с границами всегда присутствует геополитический фактор. Таджикистан, так и Кыргызстан поддерживают связи с различными международными игроками, включая Россию, Китай и западные структуры. Возможно, что территориальные споры используются как инструмент давления в более крупных политических играх. Стоит также учитывать, что если власти Кыргызстана допустят значительные уступки, это может ослабить их позиции на международной арене. Это может повлиять на дальнейшие дипломатические переговоры, экономические соглашения и даже статус страны в международных организациях. Политические эксперты уже говорят о том, что соглашение может привести к перераспределению сил в Центральной Азии. Таджикистан получит контроль над стратегическими участками, это может изменить баланс влияния в регионе. Как будет развиваться ситуация? Решение пока не принято. Но молчание официальных структур,
Закрытые переговоры и общественное недовольство создают опасную политическую ситуацию. Кыргызстан находится в точке, где любое неверное действие может привести к всплеску нестабильности, массовым протестам или даже очередному пограничному конфликту. Какое будущее ждет Кыргызстан после возможного обмена? Будет ли это шаг к миру или новый виток нестабильности? Получит ли народ ответы или власть снова уйдет от открытого обсуждения?